друзья. В начале новостного блока я всегда объясняю название стрима. Название стрима звучит как долги по новостям, потому что я новости задолжал там с 2-3 предновогодних дней. Давайте посмотрим просто, что я выписывал по ходу в блокнот. И что, какие вообще были новости. Вы просто сейчас поймете, насколько быстро, ну буквально в течение нескольких дней кардинально меняется наше информационное поле, и новости очень быстро забываются, которые оказались еще супер значимыми, меняющими вообще все. Ну, они в хронологическом порядке, они в порядке важности. Тем не менее, первая новость, которая у меня выписана, это то, что был большой и длинный, на самом деле протяженный во времени, потому что первые какие-то сведения об этом, ну, по сути, то же самое, только менее именитые лица об этом говорили, да. Это скандал с 115-й бригадой Анны Киевской, которую сформировали и обучили во Франции. Такой французский проект, да. Ну, такой, есть такой инструмент, не знаю, скажем так, дипломатический, что какие-то наши союзники занимаются вот таким, обычно самые воинственные, занимаются вот таким там формированием и оснащением бригад. Говорят, что обучение там хуже. Там хуже. У того есть несколько причин. Во-первых, меньший и как бы более устаревший боевой опыт тех, кто пытается обучать наших солдат. Это по их же словам, да. А второе, что это находится за границей, и, соответственно, шанс и прикормка, да, шанс и соблазн убежать гораздо выше, конечно. Гораздо выше. Что, в принципе, и произошло. То есть об этом я читал и раньше. И удивительно, что много людей, это, видимо, там такой был, как бы, сегодня мы еще несколько раз это повторим, такой контроль, да, демедж-контроль такой был со стороны державы, Министерства обороны, что это типа норма была, потому что идея была вымануть, ну, как бы у французов там как-то, да, получить вооружение, а потом эту бригаду разорвать и это вооружение раздать куда надо. Такой план был умный, да. План, конечно, очень умный, но мне кажется, что минусы его медийные, они превалируют над плюсами, потому что, понятно, этот межгосударственный проект французско-украинский, на него особое внимание будут обращать во Франции и на судьбу этого проекта. Как бы там ни было изначально, даже если это было как-то оговорено, все равно об этом будут писать чаще, чем о другом. И, конечно, такой опыт сложно назвать позитивным. Но из интересного это то, что какое-то западное медиа брало интервью у одного из этих там солдат, да, который проходил там обучение во Франции. Он говорит, что французы, оказывается, нихуево охраняли этих украинцев, да, что там, ну вот, как положено, собаки были, люди, дроны, охраняли добротно с собаками прямо. То есть не так уж легко. Думаю, если бы, наверное, с собаками не охраняли, вообще все, наверное, убежали. Ну, Франция все-таки, правда. Ну да, ну и, в общем, потом, да, как это получило второе дыхание, эта история, что перед Новым годом Стерненко рассказал, что вы представляете, вот так обучали, а потом эту бригаду раздербанили. И вообще, а почему нужно создавать новые бригады, когда у нас не комплект старых бригад? Ну и все такие мысли. Просто это тогда было интересно и значимо. Интересно и значимо. А Новый год начался с того, что Марьяна Безугла, народный депутат, да, человек, который уже в комитете по международным каким-то связям, да, который возглавляет другой народный депутат Мерешко, но при этом все равно осталась сосредоточена на вопросах войны, армии. Сообщила Марьяна Безугла о том, она может себе это позволить, сообщила о том, что дроны, шахеды долетели до центра Киева, до Банковой, и разбомбили там какие-то исторические здания. Ну, это так начался год, если что. Да. Потом я узнал, что вот это, ну, на мой взгляд, он какой-то сексот реальный, агент ФСБшный, потому что ты, ну, опять-таки, это какой-то наклеп, да, но ты включаешь его ТикТок, а там такой именно стиль, как бы я именно, на что бы я на месте ФСБ выделял деньги в плане пропаганды, типа. А вы знаете, что на самом деле там вы все, ну, короче, я не буду повторять эти месседжи, но тем не менее, с его же слов, да, приоткрылась завеса тайны судьбы блогера, имя которого я забываю, но здесь я его написал, Назарчика. Назарчика. Назарчик говорит, да, опять-таки по его словам, что, наверное, неправда. Говорит о том, что его за критику власти и президента непосредственно похитила СБУ и ТЦК, да, сотрудники СБУ и ТЦК, отвезли в военкомат, отпиздили и отправили в учебку, откуда он благополучно избежал.
Ну вот так, это просто связано с тем, что этот Назарчик, я эту новость тоже выписывал, пропал. И нашелся вот так. Ну, в общем, а правда это или нет, я не знаю. Да, следующая новость, которая мне тоже тогда казалась важной, но сейчас мы не будем на ней останавливаться, ее разбирать, чтобы не расстраиваться. Это то, что вышел такой, да, по году, по концу года доклад ООН по ситуации в Украине там с правами человека. Но мы не будем себя расстраивать, я думаю, вы и так понимаете, какие тут права ебейшие, в принципе, правда? Как говорит президент, говорил в интервью Фридману, да, права это права, не, права это обязанности, он говорит, что права это возможности, а возможности сейчас ограничены. Это очень мудрая мысль. Ну, в общем, да, вот так. Сейчас немного будет интерактивного момента. Дмитрий Кулеба, он поздравил, у меня почему-то написано Кулеба привітав з днем народження. На самом деле он поздравил с Новым годом, да, и, ну, такое поздравление, оно всегда, мне кажется, конкурирующее с официальным президентским, да, когда какой-то человек из политики уже, да, то есть он уже не чиновник, но где-то еще плавает вот в таком политическом информационном поле. Когда такой человек поздравляет с Новым годом, всегда вижу какую-то конкуренцию. Давайте я вам прочту, и может там, если пожелания, то они вам передадутся, да, половым путем. Ну, в общем, що було, загуло. Давай это в інстаграмі. Я вам показувати не буду, просто прочитаю, це не очень важно. Що було, загуло. Давайте дивитися в майбутнє, бо лише його ми в силі змінити. З Новим роком вас і всіх, кого ви любите. А далі мої вам поради на 2025 рік. Друзі, давайте почуємо поради екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Перше. Не ведіться на обіцянки якихось історичних подій. Що зараз змінять все. Зустріч у верхах, вибори, рішуча заява, суперсанкція тощо. Этот человек ездил там, пропагандировал включення України в НАТО, я напомню. Да, круглі столи. Їх цього року буде багато, але то все ігри політиків і тих, хто хоче ними стати. Натомість дійте самі, постійно робіть добро, велике чи мале. Робіть будь-який внесок в своє і країни майбутнє. Другий пункт. Шукайте, друга порада. Шукайте опору біля себе, родину, друга, навіть людину, яку не знаєте, але поважаєте. Знаходьте їх офлайн та онлайн і тримайтесь разом. Гарних людей більше, просто погані більш помітні, бо вони галасливіші і згуртованіші. Це ситуація з коментарями, да, у нас. Третя порада. Не підтримуйте наративи, які роз'єднують українців і ослаблюють нашу державу. Навіть якщо десь вони вам імпонують, придушіть власне его заради країни. Нам не потрібна друга руїна у вигляді війни всіх проти всіх. Четверта порада. Займайтеся бізнесом всупереч всьому. Країні потрібна жива економіка. І для війни у 2025-му, і тим більше для повоєнного відновлення. Без відродженого духу підприємництва і гарантованої економічної свободи ми країну не піднімемо. Блін, готова вже те саме президентська програма, правда? І п'ята порада. Вірте в Україну. Бережіть її та себе. І тоді, зрештою, все буде добре. Ну, ось такі, друзі, побажання вам від Дмитра Кулеби на наступний рік. Йдемо далі. Так, друзі, дуже цікаво, і я був трохи вражений. Але, чесно скажу, сам оригінал я не відкривав на сайті Мінфіну, але яка новость, да? Министерство финансов Украины отчитывается о такой статистике, что за прошлый 24 год средняя зарплата чиновников в Украине, ну то есть средняя, это и от стенографистки в суде до там главы антимонопольного комитета, но тем не менее, средняя зарплата чиновника за 24 год выросла на 61%. Это интересно, друзья, насколько ваша зарплата выросла за 24 год? Расскажите обязательно в чате. Так, друзі, ну да, зараз дві новини буде. Сейчас будет две новости рядом друг с другом, которые мне также тогда казались важными. Это две новости, связанные с социологией из одного и того же места, из Київського міжнародного інститута соціології, возглавляемого паном Паніотто. Да. Перше, українці чуть меньше готові терпеть войну, в смысле, да. Я не знаю, я хотел вам показать это, ну, наверное, я так и сделаю. Да, скільки часу українці готові нести тягар війни? Ну, я вам говорил, что мне вот социологически этот вопрос, как
проблематика социологии психологическая, да, вернее так. Психологически мне этот вопрос кажется таким, который будет завышать эти цифры, потому что вот когда тебе его задают, психологическая картина такая, что вот сколько еще времени вы готовы терпеть войну? Ну и психологически на тебя давит, на твое решение, на твой выбор давит то, что ты ничего-то изменить не можешь, да? Ты будешь, ну, честный ответ, самый честный, то, как будет, да? Ты будешь терпеть столько, сколько скажут, бо ты нихуя сделать не можешь. І це впливає на цифри однозначно. Ну і тим не менше, да, скільки ще часу ви готові терпіти війну? Ну і тут ви бачите цифри з травня 22 по грудень 24, де в травні 22 71% готов терпеть сколько надо, а вот уже в грудне 24 57% готовы терпеть сколько. Цифры упали. Интересно, довольно региональная, да, здесь есть разбивка, вот, что в жовтні ситуация на сходе и пивне была хуже, чем в грудне. И мне интересно, это связано, наверное, с энергетическими, да, проблемами света. Ну, это просто із інтересного. Да. Це була перша новина пов'язана з соціологією, а друга новина в мене на іншій сторінці. Друга новина в мене о том, что КМИС о готовности украинцев к территориальным поступкам, да, к территориальным уступкам. Тоже, вы знаете, на мой взгляд, довольно по-дурному сформулирован сам вопрос. Понимаете? Просто, ну, можно было очень разную конфигурацию подобрать мира, да. С одной стороны, территория, да, просто земля. Люди, конечно, всегда важнее. Люди, будущее страны, определенно важнее, да, дороже, если угодно. Дороже, и заработать его сложнее. Поэтому оно и дороже, да, стоит дороже в натуре. Но, с другой стороны, тоже нужно иметь четкое понимание, что потеря территорий, да, и таким образом завершение войны, что здесь подразумевается, да, потеря территорий по итогу мира. Потеря фактическая, а не юридическая, нужно понимать. Она, конечно, значительно, если не полностью, да, уменьшает вероятность того, что эти территории когда-либо снова будут в составе Украины, да, потому что какие-то внешне, это мысль, которую я часто говорю, но нужно ее повторить, да, какие-то, это связано все-таки с этим вопросом, какие-то внешнеполитические навязанные ограничения на страну, да, России, например, от них отказаться в будущем будет легче в случае краха путинского режима, там, кризиса какого-то в Москве и так далее. Что вполне вероятно в силу специфики российского государства, как авторитарного, а значит, не с очень развитыми какими-то там, скажем так, демократическими институтами и, в общем, каким-то не самым часто практикуемым, да, транзитом власти. Это всегда для них большая проблема, для стран такого рода. Вот, при этом, вот, да, от этого можно это выразить точно так же, как вот был Советский Союз, да, в каком-то смысле ограничения, которые были наложены на Украину, да, от них вышло отказаться. Да, и при этом Советский Союз вышло отказаться, но он разделился по вот этим уже существующим административным границам. Украине ничего на тот момент не додали и не отняли. Вот. При этом стоит понимать, что в случае даже кризиса и так далее, или смены власти в Москве, представить ту власть, да, которая добровольно откажется от территорий, конечно, вопрос, сколько они пробудут в их составе фактическом, да, сложно, потому что раздача территорий супер непопулярное решение всегда и везде. И его никто не практикует, старается не практиковать. В этом мой поинт, да. Это ничего не означает в плане того, как должен выглядеть мир, или кто там что должен сделать, какие решения должны быть приняты. Это уже сложный вопрос, да, и на нас, благо, не лежит тяжесть принятия таких решений. Но это та мысль, которую стоит понимать, рассуждая о мире, территориях, и как тут будут формулировать, ну, вибор такий: території і подальша війна з ризиком втрати незалежності, или територію віддати, но сохранить независимость. Ну, тим не менше, що-то соціологічно це отражає, да? З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ви згодні в більшій мірі? Да, с каким из этих утверждений касательно компромиссов в достижении мира с Россией, Россия с маленькой, кстати, ви согласні в більшій мірі? Два утвердження. Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитись від деяких своїх територій, то щоб сохранить независимость как можно, и как можно быстрее достичь мира, то можно отказаться от территорий, как
як компроміс. І, типа, потужні живчики, за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Ну от я не знаю, у меня вот эта строчка, да, даже социологически, ну вот какой человек трезво выберет из этих двух вариантов, ну вот вряд ли кто-то из них мыслит в той логике, да, что территории никогда не вернутся, а типа там 50 лет с ограниченной независимостью можно потерпеть, условно говоря. Вряд ли что-то мыслит из них в такой логике, но при этом они готовы ради земли жертвовать, поставить, да, на кон, подвергнуть риску независимости. В их просто картине мира вероятнее всего, что утрата вот там независимости это конец истории, все это типа крах. Ну ладно, да, тут интереснее цифры, что с 82 никаких, блядь, переговоров, никаких уступок по территории в травне 22-го, что неудивительно, да, в грудні 24-го их уже 51%. В лютому 24-го 65 було. Ну, ось такі цифри. Потрібно про соціологію говорити. Мне всегда нравится тут итоги, в смысле, ну, как бы, итог, да, как бы заключительное слово в этой социологии всей. Ну, тут что-то дохуя у них написано, похуй на НАТО, понятно, что там везде тенденции похожие. Но вот. Зменшення частки тих, хто готовий, це про прошлу силу, зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно, є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства. Тим більше ми бачимо, що готовність терпіти не зводиться до соціально-економічних умов, а насправді інші фактори більш вагомі і визначають запас міцності населення. Интересно, кстати, что бедные, они, согласно этой статистике, ну это, наверное, не дивно, да, но бедные менее готовы терпеть войну долго, да, чем люди с высоким достатком. Ну а что, с высоким достатком сидите, терпи войну, ти забронирован, там, откупился, все порядок. Ну, в общем, разом з цим, враховуючи негативні, а часом мало не апокаліптичні прогнози, які пророкували Україні і українцям протягом 24-го року, станом на грудень 24-го року українці демонструють високу стійкість та доволі міцну волю боротися далі. Уже наступив 25-й рік, і можна не сумніватися, що українці продовжать стійко чинити спротив ворогові. У 22-му році ми часто чули «Be brave like Ukraine». Уже пройшло майже 3 роки повномасштабного вторгнення, і українці ще більше підтверджують свою хоробрість. Ну, в общем, чтобы все. Хорошо. Звучит как тост. Но такая была социология. Идем далее. Да, друзья, новость, которая в свое время потрясла вот такую, знаете, фейсбучно-твиттерскую политическую борьбу, да, там оппозиции условно, скажем так, сторонников прошлого президента, да, 30%, и, соответственно, сторонников лояльных пану президенту, да, Зеленскому. В чем цимис? В чем суть? Раненый солдат после встречи с президентом Зеленским, раненый в смысле в плане немобильный, да, какой-то, ноги оторваны, или нога. Так вот, раненый солдат, ну или как-то поврежден был так, что не мог ходить, и после встречи с Зеленским начал ходить. Очень интересно. Я, естественно, кинулся искать первоисточник. Интересно, в каком контексте было сказано. Я включил интервью Владимира и Елены Зеленских для телемарафона. Так оно и называлось на YouTube-канале Офиса Президента. Сразу меня заинтересовало то, что комментарии там отключены. Комментарии отключены, да. И как бы я ни пытался найти контекст, может, я его не понял. Я не нашел там какого-то адекватного контекста. То есть он дальше продолжает наоборот говорить, что, це питання віри. Это, кстати, он в конце, как говорится, ультанул, да, это он в конце сказал, в самом конце уже интервью, на последних минутах, эту мудрую мысль. Он там дальше продолжает как раз о таком, что типа вот нужно верить, надеяться. Но если пошел, это круто, конечно, хорошо. Но такие вещи пугают. Вот я это слушаю и не знаю, почему-то в голове встают, да, картины, какие-то фрагменты из каких-то путинских речей, потому что у него такого много именно баек, таких баек, типа там вот шел дед к нему по Курской области, да, которая там часть под контролем Украины, шел дед, к нему подходит западный журналист, дед, куда ты идешь?
А дед говорит, я иду голосовать. Вот, и типа такая история. А знаете почему? Потому что он русский. Ну, типа вот такого рода истории какие-то шизофренические. Возможно, реально от власти с ума сошел. Тут понятен, и многие его выстроили, какие-то шутки. Ну, там было смешное видео, нейросетевой дипфейк, где Гордон где-то представляет Кашпировского. Но туда вместо Кашпировского приделали лицо Зеленского. Как он там смешно идет, а там Кашпировский людей разваливает. Гордон говорит, освободите проходы. Лучше не выходите в проходы, сидите на своих местах. Он, блядь, раз, туда, туда-сюда. Ну, в общем, это мощно. Но вайбы вот этого реально, кроме путинских историй, его друга, которого он рекламировал, да, пророка Мунтяна, где там изыди, это там геморрой уходит, аллилуйя. Ну, в общем, вы поняли, короче, вот такого рода. Как решили выкручиваться из этой ситуации, как я понял, в офисе президента? Есть такой кадр, он на них работает всегда, это тоже инвалид войны, нужно понимать. Блять, имя которого я забыл. Но он все время воюет с Кличком у них по линии, да, там Симорос, вот вспомнил, Симорос фамилия, но имени я не помню. Он пишет, да, типа, такая история случилась, все разносят там этот фрагмент. І он пишет, це жах. Так пиаритесь на протезувании. Ну, то есть, типа, как эту историю менее дико показать? Сказать, что это контекст было протезувание. Ну, может, он там и был, но я этого из слов президента не понял. Да, ну, в общем, вот такая вещь. Комментарии отключены. Ну, в общем, думайте сами. Я ничего не хочу добавлять, никаких своих комментариев. Думаю, что просто не подумавши сказал, наверное. Да, друзья, новость тоже, вот, которая оказалась значимой, но уже, наверное, полностью утратила вообще какую-либо, не то что значимость, все ее забыли. В Приднестровье кончился газ, потому что транзит закончился, все, в Приднестровье кончился газ, а у нас? Из интересного только меня удивил Чмут, как вы знаете, я его большой фанат, у меня есть рубашка Чмутовка или Чмутовка, клетчатая такая, американского колхозника. В общем, удивил меня Чмут тем, что, ну, может, это тоже ирония какая-то, которую я не выкупив, ты не выкупаешь, я не выкупил, может, он толкнул такую воинственную речь о том, что настало время там вернуть наши исконные территории, ну, что-то в таком роде. Не знаю, как это работает и как такие люди мыслят. Это же потом он будет ныть, что, блядь, наши... Может, это была ирония, реально. Но если нет, то представьте, там через год, да, блядь, наше військове керівництво, ты. Ну, наверное, это ирония была, я даже не буду продолжать мысль, буду как дурачок. Просто я небольшой, ну, если реально говорить, небольшой следитель за Чмутом, не смотрел его вот эти интервью там бесконечные, да, но это было бы странно, когда он выступает с какой-то такой критикой. Сейчас такое предлагать, потом, блядь, наше військове керівництво вот, разъебашило войну на 2 фронта. Нам, ну, в общем, вы понимаете. Да, друзі, друга новина, ну это уже из разряда украинского гумору, политично-украинского юмора, это то, что нардеп Южанина сообщила, что в каждый чек за каждую операцию, да, на Укрпочте, с каждого чека, в каждый чек добавили благотворительность другу Ермака Милованову. В каждый чек включена 1 гривна, которая идет в благотворительный фонд Киевского экономического, Киевской школы экономики, которую возглавляет Милованов, если я правильно понимаю. В каждом чеке Укрпочты была включена 1 гривна, которая идет в его благодійный фонд. Прикольно, правда? Ну, в общем, вот такая история. Еще я узнал, что есть такой интересный персонаж в Твиттере, Колесников, да, его пристроили на должность на синекуру в свое время в Укрпочту. А теперь выгнали, представляете? Ну, вот такой он человек. Я думаю, вы его видели по многим интервью, он известен фотографией с яблоком. Ну, в общем, вот так. Да, вот эта новость была важная, но она все еще до сих пор где-то упоминается. Дикий ножевой бой якута с украинским солдатом. Якуты, вы помните, как в фильме «Кочегар»? Да, ну, в общем, я тоже смотрел то видео. Вот, наверное, все, что можно к этой новости добавить, и, конечно, реально дурковатый, такой дебилковатый комментарий Арестовича, как и тогда с полицейскими, так и здесь. Как тогда, помните, с полицейским, которого убили в Одесской области во время какой-то там контрабанды темной делюги с оружием, да, 2 військовых, батько и сын.
Вот. Он написал в целом мысль понятную, но просто, наверное, не к времени, да. Понятно, что всегда чей-то героизм — это чья-то глупость, да. Чей-то героизм — это чья-то глупость. Я кого-то слушал недавно и тоже задумался, кто-то говорил об этом моменте, что вот реально же очень много видео с дронов самоубийств русских солдат, да, на фронте. А вот почему-то об украинских солдатах, да, я таких видео вообще не видел самоубийств. Как вы думаете, реально, с чем это связано? Что им такого говорят и вообще с чем это связано? Вроде как условия содержания, в смысле плена, да, в Украине выше значительно, чем в России. В общем, это загадочно. То есть мне просто интересно, какая-то связь там есть. Может, их родственникам угрожают? Или что-то им такое говорят? Может, это им сразу обещают судьбу, как в СССР, да, что те, кто попали в лагеря, потом приедут и тоже поедут в лагеря. Ну да. Да, друзья, еще вот то, на что я обратил внимание, вроде бы нигде эта новость, но она просто растянута во времени, потому что они по чуть-чуть анонсировали эту реформу. Это крутые реформы в армии плюс. Друзья, какую реформу придумали, как я понимаю, в Министерстве обороны? Звучит она так, как рейтинги командиров. Рейтинги командиров. Я думал, что типа будет плохо, да. Я думал, будет плохо, что солдаты будут оценивать командиров. Но все оказалось еще хуже. Их будут оценивать командиров по их эффективности уражения ворога, да, то есть по их эффективности ведения боя, войны, да. Понятно, что, ну, оценивать командиров по их эффективности ведения войны, понятно, что же они войну ведут, ну, не совсем сами, да, они ее ведут солдатами. И внедрение сюда вот такого элемента какой-то конкуренции может, наверное, ну вот в таких рыночных законах подстегнуть их к каким-то неадекватным решениям. То есть мне казалось, что будет первый вариант, да, что будут солдаты оценивать командиров, что тоже, конечно, понятно, не от большого ума такое можно придумать, и понятно, к чему такое может армию привести. Потому что, ну, понятно, в армии мало места демократии, потому что популярные решения, их сложно, да, связать с обязательным риском для жизни, да, в армии. Ну, в общем. Но оказалось все еще хуже. Вот такой хотят добавить, ну, как я понимаю, соревновательный момент. Интересно, так что вот, друзья, вот такие реформы, да. Ну, тоже я не смотрел, но видел, да, что вышло интервью Белецкого Мосейчуку, типа военные без трэша. Очевидно, такой в нем есть политический момент, потому что чтобы он, как представитель такого лагеря политического потенциально, сказал, что ну ТЦК хуёво, это там провальная мобилизация, люди шарахаются от людей в форме. Вспомнили ему, кстати, опять эту историю каких-то там бородатых времен про федерацию с Россией. Ну, блин, вот такие люди и такая политика. Обычная, самая обычная политическая политика. Тоже, друзья, я это вам показывать не буду, наверное, как интерактив. Вы или визуализируйте, или найдите сами, посмотрите. Но поп новой церкви, да, современной вот этой, новодельной, да, поп новой церкви, похожей на Стивена Сигала, попросил молиться на Ивана Воина, так как он помогал в отлове беглых рабов и слуг. Очень интересно. Но он говорит, да, поправляется, что сейчас рабства нет. Так и хочется добавить «на жаль», но он говорит, потому что есть только наемные рабочие, которые на каждом углу кричат о своих правах, но при этом работать особо не хотят. Вы представляете, это поп говорит, типа, что есть наемные рабочие, которые работать не хотят. Это типа поп большой работяга, да. Спину надорвал такой работяга. Ну, в общем, вот, очень хорошее видео, посмотрите его обязательно. Про беглых рабов, это он сильно. Может, это тонкая ирония, но вряд ли он производит вид действительно такого, да, человека. Фух, ну, вы знаете тоже, краем глаза обратил внимание на скандал со знатоком Азовстали. Давайте я зайду сдалека, с контекста, да. Дело было так, что я это увидел в телеграм-канале реального такого кремлевского сексота, да, Мосейчука. Не Мосейчук журналистка, а Мосейчук, васильковский террорист, народный депутат, украинский националист, ну да, и кремлевский агент. И это сразу как бы минус. Но он посылается на Униан. И я открыл Униан, и там действительно есть такая новость. Друзья, а в чем эта новость заключалась, да? Что колишня дружина
блогера і волонтера Дениса Кошельника звинуватила його в розтраті волонтерських коштів. Давайте я вам напомню, кто такой Денис Кошельник и почему он у меня записан как знаток Азовстали. Это вот этот человек, который, суть контента как его выглядит. Он ходит к людям и пристает там, что вы знаете о Азовстале. Ну, люди теряются, понятно, и там какую-то пургу несут, типа я вне политики, я ничего не знаю. Вот такой контент. Ну, видно, да, что у него и взгляд такой хищный, и при этом, ну, понятно, да. Лицо у него такое чиновничье. Да, і в общем, ця його колишня дружина, учасниця шоу Холостяк, колишня дружина волонтера і блогера Дениса Кошельника Анна Павловна в інтерв'ю Маріці Довбенко на YouTube каналі У ліжку, я там тільки Арестовича бачив. Да, у ліжку заявила, що кошти, які Кошельник збирав на Збройні Сили України, він програвав у гральні автомати. Повідомляє про це Уніан. Він сказав мені: скажи своїм підписникам, що це ти за свій рахунок зняла квартиру. Тому що він збирав гроші на ЗСУ, а сам їх витрачав не туди. Він постійно прикривався мною. Я збирала посилки, він сидів у машині, курив, грав в автомати і програвав донати на автоматах, розповіла вона. Анна Павловна зауважила, що була свідком шахрайських дій з боку Кошельника. Там були схеми, ми дуже сварились через це. Я намагалася пояснити, що так не треба робити, зазначила екс-учасниця шоу. Вона розповіла, що Кошельник здійснював щодо неї фізичне і моральне насилие. Ну, короче, там дальше какая-то хуйня, где он ее бил. Верим или нет? Это же они все ради хайпа делают, вот эти вот, там, ну, шоу Холостяк, блядь, еще какой-то трэш. Навірно, це наклеп, да? Бо якби це був не наклеп, то вона б звернулася до суду, чи хтось би звернувся до суду, хто йому давав кошти, і вже б він відповів перед законом, якби це було насправді, якби це була правда. Бо ну я таку історію дику, я її навіть в голові не можу собі представити, не можу це уявити, що кошти збираються і програються на автоматах ігрових. На наркотики витрачаються. Ну, це просто неможливо. Да, ну, в общем, вот такая хуйня. Ну, и из последней новости, которую я, да, уже сегодня перед стримом выписывал, это то, что присуха Трампа, ну, боже, она, ну, без каких-то сюрпризов. Трамп надеется закончить войну за 6 месяцев, удачи ему побольше, нужно об этом говорить, и тогда она точно закончится. И, ну, НАТО нет. Очевидная мысль, опять-таки, всегда возвращаешься к вопросу, тут Арестович верно подметил, нахуя, ну почему в офисе президента делают так? Нахуя они, это, ну, реально началось, место, где можно было что-то изменить, представление вот этих, вы помните, было, планы перемоги. Мы сейчас на каком, интересно, пункте плана они не уточняют? Надо было, чтобы в Киеве на рекламных стендах, на билбордах показывали типа планы и там галочка, сколько выполнено или на сколько процентов каждый из пунктов выполнен. Нахуя было вот эту вещь проталкивать дальше, да, в информационное поле Украины? Нахуя вот оно надо, это бесперспективная вещь, и все говорили, что она бесперспективна, и уж им точно должно было это понятно было, да. Загадка почему, и главное, что делать потом, когда так. Ну, в общем. Брат Дениса Пушиліна у мене написано. Да, друзі, це зараз буде історія стосовно державної служби. Ну, так история сложилась. Это горе вообще, что семья разделена войной, да. Мало кто знает, что у Дениса Пушилина из ДНР есть брат. И брат этот воюет за Украину. Фамилия у него Овчарка, да. Вот. Сейчас я вам зачитаю. Ну, пост не о нем, и с ним он связан постольку-поскольку. Да, с ним он связан постольку-поскольку, да. Виталик Овчаренко, да. Но пост посвящен державной службе. На мой взгляд, очень важный вопрос, да, как вообще выглядит жизнь вот в этих всех взаимоотношениях чиновников, да, как выглядит их субординация, как вообще это устроено. Потому что вот многие недооценивают этот фактор вообще, как то, что влияет на наше развитие, на нашу жизнь. Потому что вот те люди, которых я знал, которые работали на госслужбе, вот они всегда выделяли качество обязательное какого-то из своих руководителей, да, обязательно выделяли то, что этот человек обладает каким-то абсолютным опытом, да, абсолютным скиллом по именно самодурству, по максимально скотскому к тебе отношению.
максимально изучил искусство унижения твоей личности, да, если ты там работаешь. І так було всегда. В Міністерстві ветеранів, пише Віталік, в Міністерстві ветеранів ветерана війни з Росією називали довбойобом та дохуя експертом. Євген Шибалов, ветеран війни з Росією, був полонений, який працював у Мінветеранів. Ветеран війни з Росією, бувший полонений, який працював у Мінветеранів, є одним з найкращих представників Донеччини. Він після полону пішов працювати у Мінветеранів, де на нього відбувався справжній тиск. Керівництво Міністерства ветеранів має публічно вибачитись за свої дії і має бути негайно звільнене. Давайте почитаємо сам пост Євгенія Шибалова. Євгеній Шибалов пише: «Чому я звільнився з Мінветеранів? Все доволі просто. Там виявилися великі труднощі з дотриманням пункту 1 частини 1 статті 7 Закону про державну службу. Це та стаття, в якій говориться, що кожен державний службовець має право на повагу своєї гідності. Оскільки норма ця часто густо ігнорується за неповні півроку з надихаючих мотиваційних промов керівництва, я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я, довбойоб, ніхуя не роблю, займаюся якоюсь хуїтой, возомнився дохуя експертом. Замість роботи тільки піарюся і продаю себе. І що в мене м'який хуй». От такой я представляю вполне коментарій від начальника. За останнє було особливо обідно, звісно, бо це, по-перше, неправда. По-друге, навіть якби це і була правда, звідки би їм знати, якщо у нас чисто робочі стосунки. По-третє, ідучи на держслужбу, я наївно вважав, що оплачений платниками податків робочий час високопосадовців має витрачатися на щось інше, ніж обговорення мого хуя. Тримався я скільки міг, а потім подумав: та якого? Не м'якого хуя? Чому я маю терпіти таке поводження? І написав заяву про звільнення. В общем, вот такая история. Подумайте, да, это Министерство ветеранов, это то, что в будущем должно то спасать страну от вот этого всего, да, обеспечить достойную жизнь тем, кто отдал здоровье за Украину. И, ну да, обеспечить нашу страну, как-то уберечь от криминала вооруженного в будущем, да. Там так выглядит субординация с бывшим военным, еще и медийным, да, то есть ему это говорил начальник, понимая, что, в принципе, это сопряжено с определенными рисками, что это может выйти в паблик и плохо будет. Представьте, что вы, молодой студент, условно закончили там свой сраный бакалавриат, пошли через цю оновлену державну службу по конкурсу, как-то, может, кто-то вас устроил, вы попали туда, вы там сошка, представьте, как вас там будут просто петушить, как вас там будут патронить, только представьте. Вы не ветераны, не медийный. Хули ты там добьешься? Вообще ничего снизу оттуда изменить нельзя. Но это просто для понимания небольшого, как там так получается потом, что их там 100 человек, а деньги там все равно спиздили. Ну вот так, в общем. Да, друзья, ну вроде как на этом новости закончились, которые, собственно, я писал за все эти дни, да, от Нового года. Ну вот так, то, что я вам задолжал. Сейчас я покурю и почитаю ваш чат. Также хочу выразить огромное спасибо и нереальную благодарность тем донатерам, которые ничего не задонатили мне, блядь, большое спасибо. Потеря территории — это еще и потеря людей, которые живут там. А так ли их много? Не, ну суммарно всех оккупированных, да, но если типа вопрос уже клаптиков каких-то, когда есть вероятность потерять еще больше. Люди настолько важны, что даже есть специальные люди в форме, которые ездят по городу и набрасываются на людей с групповыми объятиями, чтобы показать, насколько каждый человек важен. А для чего ты дискредитуєш державу таким тоном, дискредитував тоном про зарплати чин? А треба було повище, ну тон повише. Ти ще скажи, що вони не заслужили, що вони не несуть на свій тягар війни, як інші громадяни, а можливо і більше. Я тільки що про це вже сказав. В общем, правильно, зависть — это грех, совершенно верно. Жители Ужгорода готовы терпеть войну всю жизнь. Не, ну я думаю, там теперь с контрабандой тяжко стало. Но появились і другі методи заробітка. В мене є план в Миколи Богданенка, а він відомий у нас в чаті своїми думками і своєю патріотичною позицією. У Миколи Богданенка є план, як виграти війну. Ми програємо, потім в один момент ідемо в банк і все відіграємо. Супер, класний план. В контексті соціології задав новину, яка єдина запам'яталася. Слово року в Україні — бусифікація. Ну, буває, що ви хочете. Комментарии там всегда были отключены. Ну, не дал ты мне круто завернуть градуса. Всегда, да, были отключены. Ну, может быть.
Там також виходила соціологія, що рейтинг Боби наближається до позначки, як до повномасштабки. Да нет, там много еще процентов, еще долго можно. Просто понимаешь, теперь-то рейтинг не так уже и обваливается, потому что нет той свободы слова, которая была до войны. И в этом смысле они теперь используют другие уже инструменты по поддержанию своей популярности. Прислали повестку, еще и гривну содрали. Мне повестку в суд безкоштовно прислал и обіграв. Не, ну это если ты какие-то услуги оказываешь, ну, если ты какие-то услуги оплачиваешь у почты, например, ты отправил по Укрпоште посылку, да, образно говоря. Купил марку там с русский военный корабль, иди нахуй, да. Друг Єрмака потім напише книгу, як я зробив мільйон, да, а потім президент в Африці скаже, що він уважає таких людей, які self-made, да. Якби солдати оцінювали своїх безпосередніх командирів, а ті своїх і так далі, було б не настільки хуйово. Ну да, представим ситуацию, где самый лучший командир, который не ходит в атаки, как те известные договорились, что не будем друг друга стрелять, да, те в одном селе, те в другом. Бык должен работать, чтобы вор отдыхал. Это правильно. Он, блядь, хотел приумножить. Там малява пошла, что сучка дает. Да. Ты понял? Что-то везде по-разному называют. У меня называют бананка дает. Почему? Непонятно. Вы не понимаете, офис президента спецом ведет себя максимально всрато, чтобы помочь всем будущим кандидатам выглядеть шикарно на их фоне. Все ради демократії. Є телеграм-канал, записки держексперта чи якось так. Я не знаю, хто там його веде, але ілюстрація гарна будь-якого держслужбовця категорії А. Ну він наче не А, він наче Б, ну як мені здається. А, може і ні. Тільки він достатньо мудрий, знає, як робити добре для всіх. Ну да, он парень интересный, но я лично уважаю его за то, что он делает классный контент. Їх нахуй розганать надо. Є Міністерство соціальної політики, там хай такими питаннями займаються. А ти представ, ти вийдеш і скажеш, я завтра розганяю Міністерство ветеранов, блядь. Я скажу, ти що, сука, проти ветеранов? Ти, блядь, потеряешь столько, сколько там ніяка польза не исчерпает. Ну от, наглядная проблема. Бля, жру так, що цілий день на пердежній тязі ганяю, кайф. Ну це ж вредно для шлунку. Я, кстати, хочу сделать горохового супа. От що-то мені захотелось. Корупційна влада. Хто така влада? Влада Яма. Эх, раньше любил Тел Торонто из-за открытых комментариев под постами, теперь и эту радость забрали. Новости такие серьезные пошли, что они зассали комментарии оставлять. Ну это кало, а не коллажу и редкостное, конечно. Сколько тебе лет и какого ты года? Мне всего лишь 21. Я, ну, года такого, чтобы 21 было. Александр Григорьевич Л. отказался от участия в предвыборных дебатах. Гарантирует ли это его поражение или есть шанси? Ну, думаю, шанси сохраняються, дебати все-таки не головне. Микола, походу, роки подивився, там він теж 11 раундів піздюлей получає, а потім бац, і суперник в нокауті. Це було в кримінальному чтіві, да? Ерол Маск, батько Ілона Маска, каже, що вчителі в дитинстві називали Ілона відсталим. А могли бы говорить, что он просто не старается, способный, но не старается. Это все от зависти большим деньгам. Сейчас будет кот на фоне орать, вы не обращайте внимания. В моем интерфейсе гораздо лучше, но там претензия на STEM. Какой STEM, какой интерфейс? Аудиоинтерфейс. Только у меня в голове. Я вам говорил, да, что мне подарили наушники. Это наушники COS 4 Pro. Классные наушники. Но, блин, очень большое сопротивление, 250 Ом. Но какой звук охуенный. С ума сойти. Это то, чем я теперь развлекаюсь вместо какой-то нормальной деятельности. Так, добре, шалом, гарного вам стрімлення. Це коментарі на YouTube. Я підписаний на реальний канал Шарія, і мені дуже подобається, як він жартує про свого сина. Мені, кстати, вот интересен феномен комментариев на YouTube. Человек пишет: Денис, там, блядь, где можно найти ваши социальные сети, где вы что-то пишете? Я нихуя не пишу, я не грамотный человек, это раз. Два, они же все время под каждым видео есть в описании, ну все. Почему, ну, намного легче открыть описание видео, чем писать комментарий, согласитесь. Что думаешь о заявлении Алиева про нацистское государство в отношении Армении? Ох, пиздец, даже не знаю, что я думаю. Видел видео у Любарского с надписью на перевью «Увидеть Париж и убежать», наверное, там об этом, наверное. А может нет, не об этом, наверное. Посмотрел сейчас Милея у Фридмана, стало очень стыдно за постсовок. Ну да, я такие же чувства испытал, это правда было еще до выхода интервью нашего президента. Но опять-таки, мы очень разные, это неудивительно. Кто технически должен был проводить первый этап АТО? Какой-то военизированный аналог разогнанного Беркута? Ну, я не знаю, наверное, наибольшая вина здесь лежит на региональных СБУ, да, отделах. Это был бы самый простой путь решения. Веб-дизайн вийшов з чату. Тупо сайт кафедри твого уніка. Ти про Киевский международный институт социологии? А мне нравится. Где такую записную книжку купить? Вот такую, типа, это блокнот.
блокнот этот Лёйтрум немецкий. А купить? На Украине где-то 2 сайта есть. Один называется Дымагазин, а второй не помню. Не помню. Кирилл К. спрашивает, так надо было повышать ЗП чиновникам или нет? Ну, типа, если без эмоций. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Я думаю, что это переоценено как инструмент борьбы с коррупцией и инструмент повышения эффективности. Я, если бы и повышал зарплаты чиновникам, то просто менял бы пропорцию. Я бы, ну, чиновникам ранга А, да, главам и так далее, я бы зарплаты не повышал или уменьшал даже. А вот днищу, да, для здоровой кадровой политики, донным, там, где они им платят по 10 тысяч, блядь, если хорошо, если карта ляжет, да, и эти люди там в основном только и работают, в смысле, на них сваливают всю деятельность. Вот им бы я зарплаты повышал, да. И это связано, ну, просто понятно, что отпугивает специалистов. Ну, это помимо того, что вообще я бы брал курс на сокращение державного аппарату. Стремительное, да, потому что у них-то он и так есть. Но тяжело назвать сокращением создание новых каких-то бесполезных понторезных министерств, типа Министерства едности там и еще какой-то хуйни. Новый мобильный интерфейс YouTube убил вкладку описания. Новые юзеры даже не знают, как его открывать. Может быть такое, может быть. Ну, 21 с такой бородой, что за казак. Ну, у меня гены, как у Барата. Это ты еще... Да, про Алиева и про фейки. Во-первых, он не говорил нацист, он говорил фашистское. Во-вторых, он говорил... Бля, вот это Джихар Дудаев реально дает. Пиши в Сакар обязательно, чтобы деньги дали, потому что... Про Алиева и про фейки. Во-первых, он не говорил нацист, он говорил фашистское. Во-вторых, он говорил, что фашизм в головах армянутых, которые верили и строили в оккупированном Карабахе Миацун, идеология армянства, которая предполагает уничтожение во имя армян. В-третьих, он конкретно говорил об армянском разуме и насколько они больны этой идеологией, и сможет ли нынешняя власть перевоспитать больную массу, которая до сих пор грезит реваншем и оккупацией территории Азербайджана. Ну, я только могу вспомнить вот это видео, где Алиев говорит: Пашинян, я считаю, что Минкульт вообще надо расформувати или сократить штат до 50 человек максимум. Согласен, согласен. Всегда продвигал эту идею, что Министерство культуры нужно ликвидировать заради української культури, звісно. Но, конечно, если так дальше проводить политику, то тогда нужно будет Министерство культуры. Вітаю, шановний! А как тебе заказать видео? Наталья Кіндратів, топ-10 мифов про ТЦК. Там угарно угаря. Ну, как кидаешь деньги, пишешь в чат, например. Как угодно. Как угодно. Ну, только важно, щоб це не Мосфільм був, бо якщо вона там якісь фейки розповідає, то це не потрібно. Так если поднять ЗП чиновников нижнего ранга, они же станут такими же чиновниками, которые сейчас жируют. Ты думаешь, те чиновники жируют на зарплаты? Не, у них просто зарплата высокая, а все остальные доходы обычно они пользуются или своим служебным положением, или что-то в этом роде, да. У них не от этого там карман толстеет, и гаражи пополняются, да, и квартирок становится больше, а совсем по другим причинам. Так что я не считаю, что там зарплата не 10 тысяч, а 20 тысяч испортит какого-то молодого специалиста. При этом то, что когда у тебя зарплата 8-10 тысяч, 12, да, во-первых, ты, ну, по неизвестной причине туда пойдешь, да, там такой геморрой, чтобы туда попасть, нереальный, совсем не соответствует тем деньгам. Потом от тебя там будут вытирать ноги, и ты там будешь вот это хуй без соли доедать. Тут даже вопрос не о качестве. Понятно, что руки потянутся к криминалу. Вообще норм, если было бы что-то типа ПИ, чтобы на выходе их доход зависел от реально проделанной работы. Было бы круто, но я думаю, они сами в этом не заинтересованы. Как видишь, даже в таких тяжелых обстоятельствах они сами, ну, держава за державу, сама за себя горой. Сама за себя горой. И за хвост они себя сами не кусают, у этого тоже могут быть последствия. То зарплаты у них там растут, премии растут, пенсии их не трогают ничьи, все там нормально. Все, что происходит в нашей политике, уже было в клане Сопрано, пишут на ютубе. Ну да, я думаю, так о любой политике можно сказать. Но особенно, конечно, о восточноевропейской. Доброго вечера, мы из Украины. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот эти наушники, да, за там 5 кусков, и усилитель вот этот за 8, да, это все для того, чтобы можно было послушать Ваньку-встаньку вообще, да, там
в самом мощном формате, каком-то самом тяжелом. И доброго вечера, мы из Украины. Так, знаете, как вот та гифка, где человек что-то слушает, и у него слезы прям выступают на глазах. Вот так же, типа. Люто. Лютый экспириенс. Так ты купишь себе новый комп? Хуём. Хуём я куплю новый. Хуём. Этот вроде справляется со своими задачами. Стрим поднять способен и хорошо. Там реально люди обсуждают видеокарты вот эти, которые по косарю долларов стоят. Это вообще жесть. А ты целый ящик Canada Dry покупал? Было бы намного, типа, мне легче, если бы я на розетке его заказал. Или решил попасть в повестку? В таком случае, когда будет сладкая вода, жидкий Киев. О, прикольно, я и не подумал, что Canada Dry. Сейчас же Канада, да. Аншлюз Канады. Хорошо я придумал. Я такого еще не читал, аншлюз Канады. Телебачению Торонто надо взять на заметку. Надо взять на заметку. Не, я по одной покупаю, по одной. Да это сладкая вода, это отрава. Кстати, я недавно вспомнил сюжет Call of Duty Modern Warfare и нашел интересный факт. Главной ультранационалистической группировки в России был чеченец Имран Захаев. Напомнил тут случай Мельчакова и Апчхи Алаудинова. Да, был однажды случай. И я для компа купил корпус, микроволновку Deep Cool 160. И теперь через стекло видно бичевые детали и хочется улучшить. Такие вот у них фокусы, короче. Интересно, это как я увидел, что, блин, так много деталей с вот этим LED-подсветкой. Нахуй кому это нужно? Почему такой умный, образованный молодой человек не пошел рубить бабки у госкормушки, а стримить на Твиче для 100 коллег не взяли? Дело случая. Пацаны, я прошлую трансляцию вчерашнюю послушал и узнал, что что-то я, типа, микрофон слишком близко, походу, подвинул, и я и дышал там, и шипел, блядь, и пердел, и плямкал. Слишком сильно было слышно звуки естественной деятельности, что, естественно, то не безобразно. И мне один человек написал, что он там, скажи модель микрофона, на YouTube это было, скажи модель микрофона для ASMR. Нет, чтобы, это он, наверное, намекал на это. Нет, чтобы, блядь, сказать, что что-то, сука, плямкает сильно, не так, как раньше. Слышь, сам ты, блядь, червячок, козел. Так вот, я заебался их там вырезать на монтаже 2,5 часа, вот эти. Я надеюсь, что сегодня такого не будет, потому что, может, что-то наебнулось в настройках микрофона. Смотрел новости, ну, блядь, реально столько угара случилось за эти выходные. Вот я их сейчас начну читать, и вы поймете, что вы уже нахуй все забыли. Сегодня я кулю, блядь. Мальбаро Голд. Полные дрова. Вместо него мы будем... Бля, уже невозможно сигареты показать. На них одна гниль, блядь, какая-то. Ну, то есть на пол больше, чем на пол пачки какие-то гнилые части тела. Я что, блядь, собираю картинки гнилых частей тела? Да, книга отпала. Книга отпала. Просто прошлый журнал, который был ВОК, да, я его тупо пробил, ну, строительным степлером сзади насквозь пригвоздил. Бы на журнал мне похуй. А книгу жалко было гвоздить. Я ее пытался на двухсторонний скотч, но она что не держится. Может, можно было намертво как-то приклеить. Ну, что-то она отсыхает от тепла, что ли. 2 раза переклеивали по разным причинам. Какая сегодня тема? Тема сегодняшнего стрима у нас это все новости, начиная с 28 числа декабря месяца, да? Ну, или иными словами, руководство по анальному сексу у тюрмі. Що не так з Ісландія ТВ? Кожен день ви, блядь, приходите і це питаєте. Ну, по-перше. Ну, во-первых, владельцы Исландии в свое время, возможно, из-за уголовных дел, заимели связь, зависимость или, как это выразить, протекцию от офиса президента. Таким образом, они вот выступают как один из информационных инструментов президентских, да. Ну и защищают его месседжи, при этом пользуясь какой-то определенной протекцией, да. И, скорее всего, финансовой поддержкой по линии канала Рада и так далее, да. Это то, что сейчас. Это ненормально, да. Использовать государственные ресурсы, использовать какие-то неформальные рычаги, вот такие, как
какой бы форме они ни были, давления там или буквально какого-то взаимовыгодного взаимодействия. В общем, это да, использовать это все в пользу своей политической силы это неправильно. Это искажает наше информационное поле, да. Это нечестная конкуренция. Это раз. Два, бэкграунд людей, да. Они, конечно, должны сидеть в тюрьме, потому что они были пособниками президента Януковича в уничтожении свободы слова в Украине в свое время. Работали на него. Ну вот так. Это без этических оценок, да, без этических. Этических претензий можно выдвинуть страниц на 100. Кей-поп Лавер спрашивает, приветствую тебя, как тебе заявление Трампа про Канаду? Похуй, мне похуй. Только вот одно но, да, один минус. Что, ну, как я уже говорил, года 2 или 3 вынашиваю идею видео про покупку Трампом Гренландии. Это его очень старая идея еще прошлой каденции. И сейчас это такая тема хайповая. А я как обычно. Просто раньше как было, да? Раньше смеялись, типа, Трамп дурачок, идиот, хочет купить там что-то, заикается про Гренландию. Ну, бывают у него заскоки, а в целом мужик нормальный. И тогда, ну, было бы интересно, да, привести рациональные аргументы, почему бы и да, почему бы и купить, против обычных смехуйков. А сейчас все сложнее, уже 100-500 людей написало какое-то, ну, скажем так, не смехуйковое мнение. Мне остается только его пересказать. Ти диви, їм уже пох на договорняк. На хрюк про Канадську Народну Республіку інтересніше. Ну, потому що розуміють, що не пахне договорняком. Да, ну питають, це пише людина, да? Це як питати, що не так з Лаченком. Ну, питають, кожен стрім потрібно вміти відповідати на одне й те саме. Денис, давай видео быстрее. Быстрее, быстрее. Как в анекдоте про сандали. Сунь дали. Посмотрел у Баумайстра. Это из-за этого меня, видимо, спрашивают уже не первый раз про Меркель. Баумейстра часовое видео с разбором мемуаров Меркель. Раньше бы и не подумал, что подобный контент зайдет. О, кстати, касательно мемуаров. Сегодня неожиданно для меня мне пришли мемуары генерала Залужного. Первый том. Так что ждите. Не знаю когда, потому что не уверен, что сейчас буду их читать. Видел недавно новость, что на какую-то африканскую Папуасию упало с неба кольцо от ракеты. Скорее всего, они приняли это заявление божества с небес. Наталкивает на мысль, что человечество так развилось, что теперь может создавать более проработанные дипфейки с материальными пруфами. Кто знает, может когда-нибудь в массовом угаре перейдут с еврея-плотника на Великое Кольцо. Хотя подождите, все и так надрачивают на Властелина колец. Сильная мысль, достойная какого-то крупного западного журнала, который пишет прогнозы на будущее, да. Я охуел от поста Маска, который он адресовал Трюдо. Девочка, ты больше не правитель Канады. С учетом того, что Маск на высокую чиновничью должность выглядит это супер крипово. Да, он ебанутый, мне кажется, точно. Точно. Но он же это и не скрывает. То не кольцо, то орешник. Реддиторские уже воюют на фронтах первой американо-канадской. Ну да, но так пока нет реальной войны. Потом будуть по хатам прятаться. Пиздатий інфопривід. Прочитай про гадалок за пару днів і запиши відік. Чи краще стрім з розбором. Якщо відео лінь робити, нормально можеш переглядів підняти. Можеш підняти. А можеш і не підняти. Разве он чиновник? Но он же планирует возглавить в будущем министерство какое-то там по сокращению эффективности правительства. Ну, короче, какая-то там, как я ее и сразу охарактеризовал, кринж-хуйня. Был у нас тоже один на ухо шептал. Был такой шептун. Маск дуреет від цієї прикормки. Почему кринж? Потому что кринж. Ну, бывает так. Чувство испанского стыда испытываешь. Что плохого в сокращении государства? Ничего плохого нет. Создание комитета, наверное, не сокращение, вероятно, к нему не приведет. Думаю, это просто будет работать в интересах, ну, по всей логике вещей, будет работать в интересах, если и будет, да, либо піара, либо в интересах одной політичної сили. Цікаво знати твоє бачення майбутнього Європейського Союзу. І чи варто Україні туди йти? Блін, не знаю майбутнього. На мою думку, але йти, думаю, не потрібно. Ну, блін, это сложный вопрос. Теперь он стал сложнее, просто Украина
попала в такие обстоятельства, где, наверное, сама собой урегулироваться она не сможет, да, без сдержек Европейского Союза. Но это в первую очередь я говорю о политической жизни страны. Представить, если западные страны не сдерживали бы, да, западные институции не сдерживали бы нашу власть, мы бы, наверное, все уже в крови утонули реально. Да. А в будущем, да, забили б вообще, що таке зміняємость власті. На мою думку, чим далі буде продовжуватись правий поворот у Європі, тим слабший цей блок буде, можливо. Можливо, навіть припине існування, не знаю. І вступати, ну, тобто там економічна же зависимость між ними дуже сильна. І вступати туди тухла ідея. Бо тільки регуляції у руки нашим чинушам і економічні вигоди слабенькі, бо брати-фермери і знову регуляції. Ну да, ну можно долго, да, распинаться на тему того, как законодательно оно помогает нам искусственно поддерживать баланс в политике, да, и выступает как сдержка. Ну а если так обывательски говорить, то по логике вещей, наверное, когда мы туда вступим наконец-то, оно должно развалиться. Що думаєш про цей вкид про Тіму Зеленський плюс Залужний, Тіма Білоруських? Зеленський плюс Залужний плюс Льовочкін, але без Арестовича. Ні, ну це вже я нічого не можу сказати про Льовочкина. Якщо б ще без Льовочкина, можна було б щось обсудити. Друзі, а напишіть, яка новина вас за ці там неділю-дві, яка новина вас найбільше зацікавила? Хоча ви вже все забили, зараз тільки про Канаду і думаєте свою. Видите, украинцы в мысли только про Канаду. Либо съебаться, либо как там будут воевать в будущем. Кентуха дунул паровоз. Кент. Кент женский. Ну, то есть детский даже. А прикиньте, вже такий я мем бачив, звісно. А прикиньте, всі з'їбемось в Канаду від мобілізації. А там починається Special Military Operation. Тяжело канадцам будет. Такое чувство, что 25-й год будет еще хуже. Правда, куда хуже? Хуже всегда есть куда. Я думаю, будет так же, как раньше, но чуть хуже. Чуть хуже. Но не у всех. У кого-то пруха. Будет. Кому-то в этом году повезет. Та що там, всі новини шлак повний, нічого не вразило. Давайте я вам розповів вчительці про новини, которые я не выписывал. Одна такая новина, что такой крепкий, блядь, Боров из «Слуги народа». Там полный пакет обвинения в коррупции, все на маму записано, а мама честная бизнесменка там продавала вышни, условно говоря. Вот такенная, блядь, пачка, вот такой, блядь, будка у него здоровенный, блядь. В чем новость? Народний депутат від «Слуги народа» Клочко порекомендував українцям менше жрать. Більше жрать траву, там, блядь, овощи, фрукты, на мяско не налягать, если бабок не хватает. Так интересно мне стало. Но как бы я ни гуглил, к сожалению, эта новость живет в ранге нахрюков только в Фейсбуке, в Телеграме, из каких-то анонимных аккаунтов без всякого источника. Поэтому я не нашел, где они это взяли. Вот так. Но это было дико, согласитесь. Особисто у мене з 19-го року кожен рік буквально за цим правилом, як раніше, але трохи гірше. Це дуже жаль. История про типа запомнилась, который через Карпаты шел вместе с котом, чуть не замерз, но котик его согрел. Я вот, блядь, честно сказать, слабовато верю в эту историю, в смысле, ну вот этот фрагмент, что кот его спас. Сколько там тот кот тепла выделяет? Думаю, спасло, що нашли його. Як вони так змогли зробити з тим, це вже на Ютубі коментарі, як вони так змогли зробити з тим Тищенком, що вже Гончаренко в Раді виглядає порядним, бо він порядна людина. Борисич не міг сказати Тищенку, не дискредитуй нас, сиди тихо дома, він же його кум. Що думаєш на рахунок цього? Так а що, сиди, не сиди, якщо кончился домашний арест, то это все равно заметят. Не знаю, что еще сказать. Наверное, так и выглядит. Я, правда, не понял, он реально закончился по закону у него домашний арест? Потому что, ну, домашний арест подразумевает, наверное, то, что ему можно выполнять свою деятельность народного депутата. Я думаю, это вполне возможно такое исключение. Или он, типа, срок истек, и его не продлили. Я вот этого не пойму. Если не продлили, то, ну, вот так слили, да. Ну, просто это и то дело, за которое его взяли, это самое, типа, хуевое. Да, его взяли за то, что он пытался переделить, да, делить там в свою пользу как-то рынок колл-центров. Ну вот реально в этом причина, да, там он побился с охранником колл-центра. Пиздец, да. То есть его не взяли за то, что он там кого-то где-то ограбил, там, блядь, сколько они там каких-то других людей, не связанных, возможно, с таким криминалом, сколько они других людей там разных, наверное, пиздили и всякое чего только. Но нет, типа это стало причиной.
то это, я просто к чему, что даже если бы его, не знаю, посадили на 50 лет, это все равно не было бы ни честно, ни справедливо. Это только доказывает лишний раз, что ну, колл-центры стали такой силой, против которой, что ссать против ветра, очень тяжело с ней бороться, даже вот на таком уровне. Что думаешь про Дениса Елисеевича? Ну, ничего не думаю. И либертарианство. Либертарианство классно. Рекомендации по еде — это классика уже каноничная. Тейк про еду бедных, от которой они толстеют. Ну да, нажрутся кала своего. Ну, мудрий законотворець піклується про тупих громадян, наче всіх патріотів влаштовує такий розклад, що рішення приймати мають лише гідні люди. Бо хулі тупий плебс легко тіктоком наїбати. Не, ну да, ну что ж тут сделаешь, да, уже они народные депутаты, никуда от этого не деться. Ну вот новость, не помню, вроде в Китае опять новый пневмовирус. О, кстати, видел такое. Пневмовирус звучит прикольно, будто что-то автомобильное. Пневмовирус, да. Видел на хрюк на СВТВ про украинский зернотрейдер вывел из страны 3 миллиона через OnlyFans, но не уверен за достоверность, так и больше нигде не было. Не, была эта новость, я ее встречал на разных источниках. Вроде это, ну правда, ну не первый раз же такая какая-то схема проходит. Прикольно. Креативно. А бачили їбло Тищенка? Ну я відео не дивився, до речі. Я так розумію, його готують, щоб у вирішальний момент закинути з літака прямо в вікно Кремля. Він захуяре пипу, заховає його в холодильнику і посяде його місце. Ніхто навіть не побачить різниці. Да, блін. Печальні вони люди. Та нічого, лиш почекати, поки ця концепція меритократії сама себе наїбне, але то не за нашого життя, походу. Ну, так і на нас я наїбнет, прийде нове хуже. Мені цікаво, чому у нас так люблять Трюдо і ненавидять Маска? Тому що лівачю, ібане. Під новиною у цензорі за коментар Маска про Трюдо, що він більше не губернатор, 1900 негативчиків протистав подобайок, хоча за масківські старлінки ми пам'ятники маємо йому ставити. А Трюдо тільки потужно промови штовхає і 3 гривні прислав. Ну, если бы реально этим люди руководствовались, просто у нас немного другой информаційний мейнстрім, правда? Трюдо versus Маск. Дуже вчасно, дуже вчасно. Не, ну Трюдо известная гнида, да, еще до там появления Маска в политической жизни. А еще он сын Фиделя Кастро, мало кто об этом знает. Но это мелочи. Трюдо это который на каблучках ходит. Вроде было такое, да. А, еще, блин, он как-то жестко в этом блэкфейсе был обвинен. Есть такой момент. Да-да-да-да-да. А буде в новинах про положняк Трампа по Панамскому каналу та Гренландии? Не будет. Оно и внимания особо не заслуживает. Да и что ж тут скажешь? Что думаешь о Романенко? Ну так получается, что все время, когда я говорю, получается оскорбительно. Вот скажешь, торговец говном, да? Поэтому я и про Дениса Елисеевича сказал, что ничего не могу сказать. А про Романенко, ну не знаю. На любителя. На любителя, вот это классно я сказал. На любителя. Интересные подвязки у него в украинской державе, в смысле вообще в украинских элитах, да? Вроде он как-то с Геращенко связан там. Что позволяет ему существовать вот в таком явлении. Еще прикольно, что сына он назвал Арис. Это как будто бы Арестович. Тоже прикольно. Больше мне нечего сказать. Яке ставлення пана Діонісісу до економічної правди та Укрправди? Ну, медіа українські, ничего не знаю, что добавить. Трюдо, да, ну не знаю, что еще добавить. Трюдо это просто ах. Трюдо говорил, что Канаду нужно копировать политическую структуру КНР, правильно? Так Тищенко не з'явився на суд минулого тижня через проблеми з серцем, да, бо так в серце попав. А сьогодні в Раду прийшов наступний суд 10 січня. Ну, слушай, Рада і обов'язки законодавця, законотворця, вони важливіше, звісно, бо вони перед народом. А суд то така справа, да. Ще мене цікавить скандал навколо критеріїв прийому у 3 УШБ. І того, наскільки глибоко спартанці пехались у вічко. Да, блін, ти понял, я целые эти дни собираю, короче, скриншоты из Твиттера разные. И почти всегда я уверен, что это фейковый аккаунт какой-то. Типа, ну, что тянут потужный прикол. И вот сейчас я просто возьму в галерее. Десь знайду. Друзі, увага, Дмитро Кухарчук. Міф про спартанську содомію був нав'язаний содомітами, щоб дискредитувати культ воїна і впровадити свій власний культ – культ содомії. Правда ж в тому, що цей світ існує за законами природи, а це праві закони. Саме тому кожен черговий Содом і Гоморра стає кінцем світу,
Світ не здатен і ніколи не сприйматиме содомію, адже це проти природи. У кожного спартанця було по 200 рабинь. Навіщо йому була чоловіча дупа? Ну, по-моєму, все объясняет. То есть, ну, ты развращаешься, и потом уже надо чоловіча дупа. Логіка простая, но, конечно, йому понятно, що недоступна. Пояснюючи будь-яке явище, давайте відповіді на питання навіщо. Навіщо, пацани, чоловіча дупа? Ну, короче, забавно. Да, ну это просто... Я их все собираюсь залить в Телеграм в будущем, да? Или вот чего я сегодня, да? Сегодня запечатлил, где-то это было. Джулія Дрім пишет в Твіттері. А хто з вас реально був колись у Москві з маленької букви? Давайте ділитися реальними враженнями. Восклицательний знак. Почну. Новий абзац. Почну. Москва з маленької букви, зразку 12-го в дужках. Місце, де чітко відчуваєш, що воно непридатне для життя. Перше. Філіал Махачкали з маленької букви. Друге. Московит, який шарахається від питання, як пройти. Третє. Уюбічна архітектура. Четверте. Кремль и смайлик блевотки. Я думал, что это, ну, аккаунт прикол тянет, типа, ну, какой-то, да, типа северокорейского. Нет, блядь, это реальная баба. Ой, блядь. Ну, короче. Давайте сверим часы. Да, правые законы природы. Культ содомии це що, партия Ляшка? Да, тот номер, где он взял сепаратиста в полон. Помниш номер із квартала 95? Я, до речі, коли потребую дупу, завжди думаю, навіщо? Не, ну понятно, что это их такой поинт идеологический, политический. Хоть он и забавно звучит, но... Есть в Украине политики или партии, которые представляют твои интересы, идеи. Ну, не стоит искать то, что идентично представляет мои интересы и идеи. Ну, это просто глупо, да, как и не стоит там идеальных политиков искать и так далее. То есть нужно искать что-то, что наиболее ближе, да, что наиболее такое консенсусное, что имеет шансы. Ну и не стоит переоценивать всегда само явление, вот это, да, каких-то демократических процессов, демократических феноменов, выборов в парламент, выборов президента, потом формирование ими правительства и так далее. Ну, то есть это круто, но переоценивать прям это не стоит, конечно. Нужно как-то на каких-то, скажем так, процессах институционального развития сосредоточиться. Ну, їбались в дупу, їбались. Було і було. Одобряємо, да. Так він же легко фактами спростовується. Чи націоналісти настільки обдаровані, що їм і такий поінт підходить. Да, які факти? Що ти духаріть починаєш? Мені найближче була прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко, але щось про неї нічого не чути. Приходила хуй зна коли, била, да. Видите, пам'ять зовсім хуйова. Дуже смішно, коли вся наша влада їздила в Москву як додому і тянула її сюди, а тепер забусярюють тих, хто там ні разу не був. Ну, слушай. Вони по ділам там были. Ті детские сигареты на любителя, конечно, тоже. Обсуждали новость, что Калифорния горит. Я на Fox News сегодня глядел. Красиво горит. Бог уничтожает содомитский штат. Это жестко. Топ неудачников. Калифорния. Горит зимой. И от них какой-то всегда разный эффект. Не знаю почему. Ну, то есть от разных сигарет разный эффект. Вот от Капитана Блэка, нового вот этого, да, который стал явно дешевле и хуже. Вот от него самый приятный эффект. Не болит голова почему-то, как бы это не звучало дико. До этого я очень долго курил парламент Карат. Потому что он долго курится. И, ну, нормальный вкус будет. Не самые бичевские сигареты. Еще до этого, когда я был студентом, я курил простой парламент. Да, ну, Silver. А еще до этого были такие сигареты, как Dunhill. И они и сейчас есть. Сейчас их курить что-то тяжело. Я вообще нихуя не курил, честно говоря. Но, блин, не получается. Це ж залежність. Я сонцезалежна, цілуй мене сонце, цілуй мене там, де немає засма. Как относишься к ботоксу? Позитивно, конечно. Народний депутат, он же дуреет от этой прикормки. До чого юмор став ідіотський, да? Останнім часом з'явився цікавий механізм відміни, дискредитації поганих для себе виборів у ліваків
Виборів, сказав як президент Зеленський. Виборів у ліваків різних єврокраїн під загальною назвою втручання у вибори третіх сторін. То Росія, то Тікток, то Маск втручається. Чи може до нас доповзти така фішка, і чи довго він буде дієм у Європі? Та всегда такое было всі вибори, і у нас такое было всегда. И будет еще 100%. Новости. Ну, я не пам'ятаю до виборів президента у Румунії такого наглого скасування або втручання. Ну, просто это такие страны, где можно там, да, добиться скасування. Но перед этим же это было в США, просто добиться там скасування, это что надо сделать. Как же наши легендарные третьи тури? Ну, бачив, що наш слон Трампиня ретвітнув нашого за слона. Ой, реікснув. Да, бачив, що реікснув. Ну, пан президент для этого все сделал. Там отдельный был блок, типа, скажем так, хорошее о Трампе. Именно отдельный блок, вопрос, ну, скажите хорошее про Трампа, пожалуйста. И там, типа, 10 минут, Трамп пиздатый, Трамп крутой, Трамп сильный, Трамп мощный. У Трампа еще здоровье хоть куда. Еще бы не репостнул. Меня вот это лицемерие убило. Сколько раз президент там повторил вот это God bless, блядь. Большой верующий, большой верующий. Трамп еще и бьется как зверь. Да, хочется добавить чего-то такого, понял. Что-то похвалить в нем такое. Трамп ебется как майский жук. Бля, откуда это? Неважно. Трамп нам первые джавелины из Стингеры поставил, оказывается, кстати, да, было такое. Ну, открыл я блокнот, в общем, приступаем к новостям. Люблю вас, цілую, друзі, бережіть себе у ці дні. Бачите, як все бентежно, я десь бачив біоматеріал вийшов в західних медіа якихось, що оці декілька тижнів будуть вирішальні і покажуть, чи збереже Україна там незалежність, чи ні. Ну, понятно, да, важна неділя. Вирішальні тижні. Фергі тайм. Так що, друзі, да, бережіть себе у ці вирішальні тижні. Люблю вас, цілую і до зустрічі на наступній трансляції, на следующем стриме послезавтра. А игровые стримы, вы знаете, они без анонсов. Так что все, целую. До встречи. Чиназис, да, сейчас у них новая тема. Тёлочку на веранде. Оу, yes!